Эй, всем рока-печеньки, друзья! Начал замечать комментарии касательно людей, которые присылают свои работы в нашу группу «Не наступи на мой цикорий», что у них низкий уровень в рисовании, что такие работы нельзя одобрять в группе. Сегодня хотел бы обсудить эту тему и поговорить о творчестве, развитии в нем и что такое талант. Поехали! Я понимаю, что многие привыкли смотреть именно на высококачественную работу художников, где уже нет практически ошибок. Своя стилизация, высокая детализация, невероятная работа со светотенью и так далее. Но надо понимать, что эти художники когда-то начинали с нуля, учились, развивались, и их первые работы были совершенно иными. Возможно, выглядели примерно так же, как некоторые работы, присылаемые в цикорий. Все люди разные. Кто-то может годами тренироваться в одиночестве, никуда не выкладывая свои работы, а другим нужна поддержка и помощь в начинаниях. Кто-то просит конструктивную критику и советы, что помогает быстрее понять ошибки и начать их исправлять, быстрее получить необходимую информацию для развития навыков и так далее. В этом и есть суть группы «Не наступи на мой цикорий». А еще сюда можно скидывать фан-артики, чтобы попасть в следующий ролик. У людей часто появляются такие мысли в голове, как «это не мое, не нужно делать то, чего не умеешь», когда только начинаешь рисовать или, например, заниматься музыкой. Невозможно, впервые взяв в руки кисть или музыкальный инструмент, сразу создать шедевр. И самое сложное – это именно начать, не забросить все на первых этапах обучения, когда до желаемого результата еще очень и очень далеко. Конечно, кому-то дается все легче, кому-то сложнее. Главное, чтобы человек развивался и каждый раз улучшал то, чего уже добился. Все начинается с попытки сыграть октаву, а через несколько лет ты уже играешь практически все, что захочешь, сочиняешь свою музыку и так далее. И в совершенствовании своих творческих навыков нету предела. Это распространяется не только на рисование или музыку, но и на другие творческие увлечения. И тут я хочу перейти к такому понятию, как талант. Итак, что же такое талант? Это способности человека, которые проявляются в той или иной сфере деятельности и позволяют добиться высоких результатов. Иными словами, врожденные способности, которые раскрываются с приобретением навыков и опыта. Многие люди уверены в том, что талант – это дар, который дается при рождении, и если его нет, то человек ничего не сможет добиться. Свою жизнь именно в творчестве я больше связал с музыкой и занимался ей с 7 лет. Закончил музыкальную школу, играл в оркестре, пел в хоре, играл в рок-группах и хотел поделиться историей из моей жизни, которая изменила мое мнение и взгляд на такое явление, как талант. Эта история связана с музыкальной школой. Именно тогда я убедился в том, что нет бесталантных людей. И сейчас расскажу почему. Сам я саксофонист, и в моей группе было еще 4 ребят. У нас была одинаковая программа джаз-направления. Мы хорошо общались и делились тем, какие у нас успехи, что получается, а что нет. Я и еще 2 ребят занимались обычно через день по паре часов, как и рекомендовал преподаватель. Разбирали материал, учили произведения, и все получалось освоить в сроки. 3-й парень в моей группе занимался 1, максимум 2 раза в неделю, и ему этого хватало, чтобы освоить программу. Давалось все легче и тратил на это намного меньше сил и времени, играя при этом на одном уровне с нами. 4-й парень постоянно ошибался, сбивался, в общем, делал кучу ошибок, хотя говорил, что занимается не реже нас, то есть через день. И на одном из зачетов, когда у него снова не выходило чисто все сыграть, он опустил голову и сказал: «Простите, но у меня просто нет таланта». Преподаватель спокойно подошел к нему и сказал слова, которые я запомнил на всю жизнь. Талант есть у всех людей, просто ты его еще не разглядел. Тренируйся, и все получится.
После этого мой знакомый стал заниматься намного больше, стал вкладывать в свое творчество все силы, и это дало свои плоды. Не могу сказать, что он стал играть всегда идеально и без ошибок, но его уровень значительно вырос. Человек, который не увидел в себе талант и чуть не сдался, смог закончить музыкальную школу с отличием, потому что нашел в себе силы развиваться и не бросать то, что ему нравится, несмотря на все трудности. Все то же самое и в рисовании. Даже если у человека есть талант в этой сфере, то он не сможет сразу нарисовать арт без ошибок. Всегда и всему нужно учиться, развиваться, тренироваться. А вся разница в том, что одни люди в той или иной сфере быстрее учатся, а другие тратят на это намного больше сил и времени, чтобы получить аналогичный результат. Люди учатся на протяжении всей своей жизни, и неважно, насколько хорошо получилась твоя первая работа, главное, чтобы вторая стала хоть на капельку лучше. Это и есть развитие. Даже если ты идешь маленькими шажками в улучшении своего творчества, и тебе это нравится, то делай это. Занимайся саморазвитием, улучшай то, что уже у тебя есть, и не бойся критики. Критика – это то, что помогает найти ошибки. Хейт игнорируй, а чужие мнения принимай как есть. Всем нравится невозможно, но ты и не обязан нравиться абсолютно всем. И на этом сегодня будем заканчивать. Главное, будьте с собой, занимайтесь творчеством, занимайтесь тем, чем вам нравится, и создавайте нечто прекрасное. А сейчас всем рока-печеньки, друзья, и до скорых встреч!